В этом уроке я расскажу, как устроена структура Qt проектов и про то, как происходит сборка программ из этих самых Qt проектов. Ну, для начала я создам новый проект. Для этого я пойду в меню файл и выберу New File or Project. И здесь у нас есть на выбор достаточно много разных шаблонов для различных типов проектов. То есть здесь несколько есть разделов. В данном случае нас интересует Qt Widget Application. Вообще в Qt есть несколько видов приложений. Ну, строго говоря, можно сказать, что два вида приложений. Можно три даже сказать. Первый вид — это приложение с оконным графическим интерфейсом, в котором используются так называемые виджеты. Это как раз то, что я сейчас создам и буду показывать на примере этого приложения все. Второе — это консольные приложения, которые мы не будем использовать и разбирать. И третий вид — это так называемые Quick приложения. И я покажу в следующих уроках, как они работают и что это такое. А сейчас хотел бы лишь сказать, что Quick приложения делают акцент на графический интерфейс и простую логику. То есть они гораздо лучше подходят для мобильных приложений, в то время как виджет или приложения, основанные на виджетах, больше подходят для десктопных приложений со сложной логикой, хотя они иногда и как раз наоборот применяются. Итак, для начала я создам Qt Widget Application. Здесь я скажу, что чтобы мои проекты всегда сохранялись в эту папочку. Все, я назову этот проект Project 1. Так, здесь я оставлю Qt по умолчанию. Так, и здесь я уберу галочку эту, она нам пока что не нужна, для того, чтобы как можно сильнее упростить этот проект. Так, и здесь я нажму просто Finish. Итак, все, мы создали проект, который мы можем сейчас уже откомпилировать и собрать в готовое приложение и запустить его. В принципе, все должно сразу же сработать. Так, здесь смотрим на результат сборки этого приложения. Ну, вот оно все скомпилировалось, и вот оно запустилось сразу же. Это приложение оконное графическое. Так, я его закрою, и теперь я немножко расскажу о том, как вообще проекты устроены. Вот в данном проекте у нас есть всего лишь 4 файла. То есть вот это первый файл, это с расширением Pro, это как раз файл описания этого проекта. Платформа независимый причем. То есть платформа независимого описания этого проекта. Есть точно так же два CPP файла, которые в принципе и содержат всю логику этого проекта. И вот я в принципе даже еще упрощу данный случай тем, что я удалю вот эти вот два файла. Так, его удалил, и второго удалил. Так, вот у нас остался только main cpp файл и проектный файл. И здесь я еще изменю кое-что. Так, здесь я вот это удалю. Здесь я инклюдирую еще
один файлик. Так, и все, теперь должно теоретически без проблем собраться приложение опять. Так, все, оно откомпилировалось, запускаем его, и как видим, оно опять работает. Да, то есть у нас получилась такая очень простая, максимально простая программа с оконным графическим интерфейсом. То есть вот он состоит всего лишь, в принципе, из 4 строк кода. И в первой строчке вот мы создаем объект приложения, Qt приложение. Затем мы создаем окно, вот в следующей строчке, главное окно приложения. Затем мы показываем это главное окно. И затем мы начинаем исполнение нашей программы. То есть мы как бы входим в главный цикл этой программы, который исполняется до тех пор, пока мы не нажмем крестик для того, чтобы закрыть приложение. То есть вот я начинаю, вот пошел главный цикл, все. Сейчас мы находимся вот в этой функции exec у объекта A. То есть объект A это QApplication, наше главное приложение. И оно заканчивается, когда мы жмем в данном случае на крестик. Ну а теперь я бы еще хотел немного рассказать про проектный файл, точнее про содержимое проектного файла и про то, что именно происходит, когда Qt собирает из нашего проекта готовую к исполнению программу. Как я уже сказал ранее, проектный файл представляет из себя обычный текстовый файл, который содержит платформа-независимую информацию об проекте. Открываем его двойным щелчком. И интерес представляет прежде всего первая строчка здесь, потому что добавляется модуль core к проекту. И если нужно добавить какой-либо другой модуль, то нужно всего лишь навсего напечатать его через пробел после последнего модуля, который добавлен. В данном случае у нас до последний модуль это core добавлен. Мы можем, допустим, не знаю, например, OpenGL модус добавить, то есть модуль для рисования трехмерной графики. А для того, чтобы отнять какой-нибудь модуль, то есть для того, чтобы его вычесть из проекта, если он ранее был добавлен, мы можем, например, вот так вот сделать. Неправильно. Здесь надо минус OpenGL. Вот мы сперва добавили, а потом мы выкинули из проекта этот модуль. Так, и затем интересно еще последние две конструкции. Вот все, что идет после вот этого слова ключевого sources, это добавляется к нашему проекту, то есть имеется в виду, то есть сюда нужно заносить, вот как здесь в данном случае, все файлы с расширением C или C++, то есть это файлы, которые будут компилироваться компилятором. И сюда ниже добавляются хедеры. То есть и все, что вот здесь занесено в этой области, то есть все, что принадлежит к sources, к headers, оно будет отображаться здесь вот в дереве проекта. То есть вот, допустим, если здесь напечатать, например, main window, кажется, был файл, который я ранее выкинул из проекта, если я не ошибаюсь. И если здесь сделать run qmake, то он должен добавиться у нас. Да, вот он появился, этот main window.h. Да, в общем, это то, как устроен проектный файл. И теперь немножко я еще расскажу про то, как он используется, этот проектный файл, в процессе сборки программы. Итак,
первым делом, когда мы нажимаем на кнопку «Построить программу», да, вот, то есть «Build Project», точнее «Построить проект», ну, в процессе этого построения возникает исполняемый файл, но когда мы нажимаем на эту кнопку, то или, например, мы идем вот сюда «Build» и нажимаем вот «Build Project», тоже, это одно и то же в принципе, что вот это меню, что вот эта кнопка. Ну и когда мы это нажимаем, то у нас происходят следующие вещи. Qt запускает утилиту, которая называется QMake, и передает ей в качестве параметра наш проектный файл, в данном случае project1.pro. То же самое, то есть запустить этого QMake мы можем, выбрав в меню Build и нажав Run QMake. И это же можно увидеть, в принципе, вот здесь Build Steps есть в настройках проекта. И здесь видно, что первый шаг это запуск вот этой qmake.exe утилиты, и ей передается, вот видно здесь project1.pro в качестве аргумента. При своем выполнении эта утилита создает папку, причем эта папка находится в той же папке, где находится папка проекта. Вот в данном случае у нас проект 1, и там находятся все наши данные, все файлы от проекта. А на уровень выше была создана QMake папка с таким немножко странным именем. Вот у нее, она всегда называется build, затем имя проекта, вот он совпадает проект 1 с именем проекта, и затем дальше же уже это, в принципе, неинтересная информация, но обычно это относится к вашему компьютеру, то есть здесь вот можно увидеть, что у меня Qt 5.9.2 установлен, что я использую компилятор MinGW и так далее. В общем, эта папка создается как раз именно этим QMake. Да, вот, и чтобы это продемонстрировать, я сейчас возьму ее, удалю. И если я запущу сейчас QMake, исполню. Так, вот мы смотрим. Все, вот он исполнился, и мы смотрим, и опля, и уже у нас эта папочка обратно появилась. И в этой папочке QMake создает файл makefile. И этот makefile это как раз обычный makefile, который, если вы программировали на Unix или на Linux, вы знаете, что там широко используются makefile и утилита make для того, чтобы собирать программы на компиляторе GCC. И вот здесь происходит, в принципе, то же самое. То есть сперва у нас генерирует QMake вот это вот make файл, а затем Qt запускает другую утилиту, а именно вот то, что я уже упомянул, это make утилита называется. В данном случае это MinGW-шная версия make, но она работает по тому же принципу, что и стандартная make утилита из Unix. И уже эта утилита, вот в данном случае она называется mingw32-make.exe, генерирует из нашего make файла и из всех файлов, которые принадлежат к проекту, готовую программу, которую он кладет в папку. В данном случае он положит вот эту папку debug, эту готовую программу, потому что здесь вот у меня выбран сейчас режим, ну, чтобы создавалась программа для отладки. То есть я там еще могу выбрать, если захочу, релиз. Ну, в данном случае я для дебага компилирую. И вот здесь, если мы зайдем, она, конечно же, пустая, потому что я выполнил только QMake, но не выполнил make. Для того, чтобы еще make выполнить, там надо нажать вот «Построить проект». Вот мы компилируем наш проект полностью. Опля.
ошибочка. Ага, я знаю, это потому что я добавил этот хедер, и он его попытался, мог компайлером скомпилировать, и, конечно же, получил ошибку, потому что у меня нету, я удалил соответствующий CPP файл. Это легко исправить тем, что я просто, например, в данном месте могу удалить и просто заново запустить опять. Ну вот и все, как мы видим, скомпилировалось все без ошибок. И у нас просто, кстати, я и это изменение внес в файле, только что вот я здесь удалил в файле project 1.pro, ну то есть в проектовом файле. Вот. И после этого компиляции мы видим, что у нас уже в этой папке, да, вот, куда я только что зашел, в папку debug, да, вот я в нее зашел, уже полностью готовая у нас программа для выполнения. Кстати, еще один момент, такой довольно полезный. Так, секундочку. В нашем проекте еще есть один такой файлик необычный, который здесь в дереве вообще никогда не отображается. То есть в дереве проекта он оканчивается на pro.user. И это, в принципе, описание как бы вашей конфигурации вашего компьютера и конфигурации Qt на вашем компьютере. И конфигурация вашей операционной системы. Ну, в общем, это такая служебная информация, которая, в принципе, вам, я думаю, никогда не пригодится, поэтому можете на него не обращать внимания.